Razbur Gruz, channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках. Я все тут точил. Блин, все зафигачил тут. Это здесь по кругу все это. Промвалы такие же самые, они пиленные все. Блин. 30 тысяч это сборка-разборка коробки? Друзья, а после этого видео вас ждет очень интересный проект про ремонт двигателя Volvo. Но нам необходима ваша активность в виде лайков, комментариев под этим видео, для того, чтобы следующая серия вышла как можно быстрее. Новые видео уже готовы, я их готов выпускать хоть завтра. Поэтому всем огромное спасибо, кто принимает участие в продвижении данного видео. Так, друзья, у нас сегодня будет сборка коробки ZF Aestronic. Вот Саша все подготовил. Достаточно распространенная популярная коробка. Ставится на европейские машины. Сегодня мы такую коробочку соберем. О, это что такое? Я на время закрываю, чтобы перевернусь. Просто чтобы валы эти не вывалились. Собираю через Новая крышка, да? через жопу, да. А что с этой коробкой вообще было? Ой, я даже не помню вообще. Она давно-давно лежала, я думал, ее даже восстанавливать не буду. Но пришел клиент, сказал, надо собрать ее. Вот, чтобы до дома доехал и продать машину. Товарищи, делали удачно очень. Сложно она вообще в ремонте? Ну, Вовчику не удавалось, Петя с ней мучился вечно. По мне ничего сложного нет вообще. Ну, в целом они же нормальные, да? То есть их везде на всех тачках используют. То есть не ломучая нормальная коробка. Ну, вроде да. Никаких таких проблем у нее нет. Раньше как-то было время, их нормально тут лупали. Потом что-то перестал. Все, теперь будем собирать лего. Что у тебя два вала? Ну, здесь два промвала идет. Да? Да. Для чего так? Ну, разнесена нагрузка, во-первых. Во-вторых, тут подшипники в воздухе, скажем так, висят. Между двух шайб. Тоже все по меткам так отмечено, да? Ну, как бы по-нормальному собирается так. Должна быть пластина, ты собираешь во вторую крышку. Но у нас пластины нет, я собираю по старинке. Кастроник, эти как Итан похож. Я с тобой коробки снимал. Видео, но такую еще не видел. Это вот вторичный вал такой? Да. Маленький. Смотрите. Реально прикольно. Гигантский вторичный вал. Вообще все отличается. Даже эти ползуны другие. На обычный ZF. Это что у тебя? Синхрон половина. Синхрон? Половина, да. Так, все, пускай стоит. Какие здесь подшипники. Третья передача получается. Один в один.
Ну, вот я загуглил, пишут, что коробка с загадками. Да. Не знаю, с какими. Я пока что вижу, что ты ее за Ну, 5 я минут собрал. Ну, я еще не собрал, это только начало. Ну, еще Вторичный вторичный вал, вал он там остался. 3 шестерни, но там, может быть, чуть-чуть сместил и заново разбирай, заново собирай. Да? Да. В основном МАН, ДАФ, ИВЕК, Рено. Но DAF отличается от остальных. В Питер ты ездил Ну, ремонтировать на обучение? Не знаю, обучение, просто получить корочки. Так я их уже делал до этого сам. Будем искать другие. Я все тут точил. Блин, все зафигачил тут. Это здесь по кругу все это. Промвалы такие же самые, они пиленные все. Там, блин, столько сколов, что... И как он поедет? То есть мне дорого, то есть хорошо ремонтировать не хочет, да? Нет, просто он уже вложил сюда очень много денег. Мы столько, ну, даже по запчастям столько не ложим обычно на ремонт, сколько это вложили. Поэтому сказал, не, ну его нафиг, эту машину будем продавать. Ну, Саша сделает его хорошо. Демультипликатор. А сколько стоит сборка, разборка таких? 30 тысяч это сборка-разборка коробки? Без разницы, какие там. Важно какая, она тяжелая или вообще за. Все коробки одинаковые цена. Scania, Volvo. Да. То есть все коробки по одной цене разбираются, собираются. Подороже. А что-то... Раньше было так. Потом взяли и усреднили все, и все. И вал этот тоже пиленный. Не знаю, что они тут делали с этой коробкой раньше. Такая страшная. Не говорил там мазать, ну. Они могут сместиться, как на обычном ИТ. Оно соберется, все, ты забьешь, но оно потом еле-еле будет туго крутиться, а потом и зуб сломает. Да? Да. Тут система такая интересная. Почему что да, другие не могли собирать их? Говорят, у меня же пластины нету, поэтому соблюсти надо все метки. Это кажется все просто. На самом деле есть мелочи. Можно чуть-чуть рассвести валы, но проскочит свой размер. Вот как здесь проскочил уже. О, вроде села. Все по меткам. Стопор стоит, оно не страшно. Вот если стопор убрать, то крутнется и все. Ты потом будешь заново все разбирать. Вообще, когда заднюю крышку поставишь, оно будет видно. И тонкость этой муфти тоже. Куда не ставить. Задняя передача. А дорогая вообще в ремонте? Запчасти дофига стоят? Ну, я не знаю, я как-то не спрашивал Серого, сколько там. Друзья, а я уже говорил вам, что покупка автомобилей для нас является одним из основных видов деятельности. Конечно, каждый автомобиль перед покупкой необходимо проверить. Здесь к нам на помощь всегда приходит Номерограмм. Номерограмм — это бесплатное приложение, в котором можно просто бесплатно найти фотографии из множества источников в интернете по госномеру автомобиля. Например, мы хотим проверить вот этот автомобиль. Для этого мы открываем приложение Номерограмм, вводим госномер автомобиля. И посмотрите, мы видим основную информацию об автомобиле, периоды регистрации автомобиля, есть видеозапись, а также мы видим множество фотографий из различных источников в интернете. Также мы видим, что этот автомобиль работал со шторным полуприцепом, с самосвалом он замечен не был, а для нас это очень важно.
А мы же сегодня поедем на осмотр интересного автомобиля для нашего коллеги, о котором, я уверен, многие из вас раньше мечтали. Поэтому вбивайте в сторах либо в Play Market фразу «Проверка авто», либо переходите по ссылке в описании, либо сканируйте QR-код на экране, чтобы скачать номерограмм и посмотреть, что это за аппарат. Номер автомобиля вы сейчас видите также на экране. Продолжим. Если все в порядке, видишь, он должен чуть-чуть ниже дырки опускаться, фиксирующий. Отверстие. Все на месте. Если не попал бы, стопор бы не стал. На всякий случай. Все метки. А машина здесь у нас стоит, нет? Да вроде бы да. А что это у нас сейчас за машина? КамАЗ. КамАЗ? О, сила. Паразитные шестерни. На одной крест, на одной точка. Они одинаковые, но ты все равно на все на место. Надо герметом уложить, я не знаю, 40 тысяч слоев, блин. Ну вот пишут, что эта коробка на больших пробегах дает значительную экономию топлива. Можно программно на этой коробке ограничить использование ручного режима, чтобы водители не баловались передатчиками в пути и зря не жгли топливо. Первая, вторая, третья, задняя. Все. Прокладку поставили, помазали это все герметиком. Это не надо. Трубки масляные, да, чтобы сюда попали. Пишут, что на этих коробках сцепление дольше ходит. 1 200 000, на механике 700. Основная первопричина поломок коробки S-Tronic – плохое качество и либо недостаточное давление воздуха, который является основным рабочим телом как в модуляторе переключения, так и в исполнительном механизме сцепления. Потому что здесь переключается воздухом все. Состыковано. Все ровно, все четко. Скорее всего, попал. Все по меткам, но это не страшно. Видишь, как коробка внутри Гуляет? Ну, Стучит. там все свободное. Слушай, а когда работает, тоже слышен этот звук? Ну, от него? сейчас же она не отрегулирована. Ну, звук немножко будет, но она потом натяг дает, оно выравнивает. Сейчас-то валы, эти промвалы же не отрегулированы вообще. Я чисто навскидку кинул. Вот она же была собрана. Там разбежка была, наверное, по 20. Иногда просто какая-нибудь машина работает, стоишь рядом с ней, она тоже, ну, слышно, как валы прям там вот тебе перекатываются. Когда Ну, глушишь это еще машину. может быть просто из-за того, что пружины на сцеплении изношены, тогда будет очень такой нормальный звук. Это чего такое? Это уже синхронно делить. Это у нас демультипликатор. Какой вообще принцип работы? Что это если с простыми словами? Либо напрямую идет крутящий момент, либо через сателлитную группу. А, и все? И все, да. Вилка включения демультипликатора. Она что, двигает синхронно вверх-вниз? Муфту. Муфту. Они стоят на месте. Тем самым включаю и выключаю.
Шаление. Так у нас корпуса очень сильно разбиты при предыдущих ремонтах. Наверное, когда разбирали коробку, сували туда всякие отвертки или прочее, да? Да. Поэтому нам немножко нужно герметика использовать, чтобы здесь у нас не потекло. Немножко. Поэтому необходимая мера. Сейчас будем опять ловить. Давление было. Четко. Старый, новый. Вроде такой же. Почти одинаково. Да. Так, у кого проблемы с коробками? Кому необходим ремонт? Либо какая-нибудь регулировка, обслуживание? Номер мастера указан под этим видео. Здесь мы прошли. Теперь нам надо, чтобы он в корпус вошел. Но корпус алюминиевый, горячим. Расширенным металлом нельзя, да, его туда сажать, потому что потянуть может. Поэтому ждем, пока остынет, потом будем внедрять его в корпус. Это старенький такой. Отливка немножко. То ли у тебя, то ли у нас. У слесаря я же этой херней не занимаюсь, я не снимаю ничего. Кстати, друзья, у нас есть работа, открытые вакансии. Если кому интересно, вот можете на паузу поставить, почитать. Зарплата тут неправильно указана, там 10 миллионов написано. Но обещают 150 тысяч. Ну, все зависит от выработки, сделки. Поэтому вакансии разные, если что, звоните. Можете даже мне звонить, я вас буду соединять, или там у меня уточнить какие-то вопросы. Все, а дальше уже пойдет кардан. Вот этот вал выходит из коробки и передает всю силу на кардан, редуктор на колеса. Крутящий момент. Надежно? Устойчиво? На одном этом. Ну да. Пока стоит. В начале видео Сейчас мы подберу. накинули эти крышки, сейчас выставим. Это у нас первичный вал. В него входит вторичный вал. По бокам стоят два промвала. Вторичный вал входит в демультипликатор, а из демультипликатора выходит уже фланец туда на кардан, правильно? Примерно. Типа да. Все, видите, ничего сложного. Этой коробки нет. 3 запчасти. Это фильтр масляный. Масляный? Так вот выглядит масляный насос. Шестерни масляного насоса. Ну, одинаково с обычной ЗФ-ки такой же самый, мне кажется. Масляный. Ну вот, на промвалу есть такое отверстие. Это отверстие ставится вот этот флажок. Он будет вращать промвал. Насос масляный. На картиночке покажу просто визуально, чтобы ты знал. Вот смотри. Здесь, ну, кольцо регулировочное становится, да? Угу. Потом ставится вот эта вот крышечка. В эту крышечку ложится пакет фрикциона. Угу. Ну вот. Там 1, потом 5 пластинок. Не-не-не, тут в одном положении ставится все. Угу. Сейчас. Я просто тебе наберу пакет, как оно должно быть. Тебе объясню. Это набор тормозов.
Вот эта пружина с этим стаканчиком, она возвращает поршень назад, отталкивает его как бы. Поршень стоит вот в этой крышке. Ну, здесь воздушный канал есть, он там проходит воздух. Получается, он когда стоит, воздухом давит, он придавливает. И фрикционные. Да, эти придавливает фрикционные валы, притормаживает, тогда включает передачу. то есть при переключении передачи Это автоматически делается все. Ну. Поэтому здесь с воздухом все капец Всё. коробки. Поэтому здесь и порвало тоже передача. Все завязано, там же датчики оборотов сзади стоят. Потом датчики, которые в кулисе стоят вот здесь, он уже тоже считывает импульсы. Там все согласованно работает. Я не думаю, что так от волны. Да, поэтому вот я читал то, что было написано, что если проблемы с воздухом в данной коробке, то она может сказать «до свидания». Тебе с этого не капает, а ты культурно дал номер, не послал, ничего вы мне звоните. Чтоб насос попал ровно. Да, выставить. У меня в машине почему-то тоже очень плохо работает. Ну не везде, ближе к Москве сюда нормально, а как там, так вообще коряво. Здесь прокладок нету, здесь все на гермите. Супервик. Вот это у нас торчат оси этих вилок переключения передач, да? Ну да. Это у нас вал отбора мощности. Сколько ж поставить? Это датчики оборотов. Это я уже не знаю. Что, одного недостаточно, чтобы посчитать обороты? Ну, обычно как бы по одному. Все мужчины с Марса, а все женщины с Аленки. Возьму на Марс картошку. Смотрите трейлер этой картины. Вот честно, я фанат Формулы-1. Сейчас, если будешь вращать, то должен вращаться и... Задний? В обратную сторону, это просто против другой стороны. Все, нейтраль. Тут ничего не будет крутиться. Все замененные запчасти, старые, все клиенту. Ну, зачем мне? Как в нормальном сервисе. Так и должно быть. По-любому. А вот так вот, друзья, сборка у нас полностью закончена. Все контакты указаны под этим видео. Обращайтесь, звоните, пишите комментарии, задавайте вопросы, что бы вы хотели еще посмотреть интересного. Я буду стараться самые интересные коробки, которые будут попадаться, то есть поломанные, буду пытаться не пропускать.
Вот. Квалификации специалиста. Не, я не сомневаюсь, я просто людям показать. В 2014 году ты обучался. Друзья, огромное спасибо тем, кто посмотрел это видео. Огромное спасибо тем, кто поддерживает нас своими комментариями, лайками, подпиской на канал. Отдельная благодарность тем, кто нажал на кнопку «Супер спасибо», либо стал спонсором канала. Наш канал существует только благодаря вашей активности. Мы это очень ценим. Также, друзья, в предыдущем видео я анонсировал розыгрыш 2 призов по $50. Розыгрыш мы проведем через несколько дней, и результаты объявим в следующем видео. Также в следующем видео мы разыграем еще денежные призы. А новое видео выйдет уже совсем скоро. Будет у нас очень интересный проект про ремонт двигателя Volvo. Видео, первая часть уже готова к выпуску, но нужно, чтобы это сегодняшнее видео поднабрало немножко просмотров, чтобы мы выпустили следующую серию. Также YouTube прислал нам уведомление, что скоро наши видео будут дублироваться на ваши родные языки в автоматическом режиме с помощью искусственного интеллекта. Поэтому совсем скоро, возможно, уже это видео вы будете смотреть на своем родном языке. Это очень здорово. Поэтому, друзья, всем спасибо, кто с нами, и до встречи в новом видео. Пока! Разбор Груз, channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках.